Хай всем! Вы на канале Космос Просвет. Это пилотный выпуск, и сегодня мы поговорим о Луне. Как вы уже знаете, Луна — это, естественно, спутник Земли, а также самый яркий объект нашего ночного неба. И сегодня я бы хотела вам рассказать о лунных фазах, о солнечных и лунных затмениях, затем о том, как появилась Луна, а также об особенностях ее рельефа и о том, какое влияние она оказывает на нашу планету. Начнем с основ того, как действует система Луна, Земля, Солнце. На этой гифке можно очень упрощенно увидеть, что вокруг чего вращается. Упрощенно, потому что тут не показано вращение вокруг собственной оси. На самом деле и Луна, и Земля, и даже Солнце вращаются вокруг своей оси. Первое, что важно знать, Луна повернута к Земле всегда одной стороной. Это значит, что мы всегда видим только половину лунной поверхности. Почему же так происходит? Дело в том, что Луна делает полный оборот вокруг Земли за 27 дней. И ровно за такое же количество времени она делает оборот вокруг своей оси. То есть период вращения Луны совпадает с ее периодом обращения вокруг Земли. Наглядно это можно увидеть на этой гифке. Это явление абсолютно нормальное и достаточно распространено среди планетарных спутников. Можете также посмотреть это коротенькое видео, тут оно вылазит, на котором все понятно и наглядно показано, как это все происходит. Итак, Луна вращается вокруг Земли, Земля вращается вокруг Солнца, и в основном благодаря этому и происходит смена лунных фаз. Выделяют 4 основные лунные фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Луна может быть видна с Земли на закате, восходе, а также всю ночь. Днем, когда Солнце высоко, Луна не видна. То есть мы наблюдаем Луну, находясь условно на этой темной части Земли. Логично, что мы не можем видеть всю Луну разом, и нам доступна только та половина, которая повернута к нам. И, как я уже говорила, это всегда одна и та же половина. Здесь это можно показать так. Получается, что в новолуние нам доступна только неосвещенная часть Луны. Кроме того, она находится условно на светлой стороне, то есть появляется на нашем небе только днем, когда мы не можем увидеть ее из-за яркого солнышка. Растущая Луна видна в виде небольшого месяца. В первой четверти видна половина лунного диска, затем видно больше половины. В полнолуние Луна хорошо видна всю ночь, и диск полностью освещен. Затем Луна убывает. В последнюю четверть опять видна только половина диска. И потом цикл начинается сначала. Всего этот цикл длится 29,5 суток. Различные лунные фазы видны в разное время суток. Например, первую четверть лучше всего видно на закате, а последнюю — на восходе. Луна, как и Солнце, встает из-за горизонта и заходит за него. И в специальных астрономических лунных календарях собрана информация о том, во сколько встает и садится Луна в конкретные дни лунного цикла. Прежде чем перейти к лунным календарям, я бы хотела сделать небольшое отступление про астрологию. Это псевдонаука, тоже базируется на основных понятиях о космосе, но при этом она описывает какие-то влияния звезд и Луны на эмоции человека, на его личную жизнь, на успехи в делах и тому подобное. Лично для меня это все абсолютно выдуманные вещи, которые не имеют никакой научной подоплеки. Однако я не вправе вам запрещать верить в это, поэтому, если хотите, делайте это. Итак, лунный календарь. На самом деле астрология захватила это понятие, поэтому в интернете достаточно сложно найти нормальный сайт с лунным календарем, безо всяких там предсказаний, когда лучше стричься, когда садиться на диету. Но вот один из хороших научных сайтов, ссылку на него я оставлю в описании. Здесь можно посмотреть много интересных данных о лунных днях для разных часовых поясов. Давайте разберемся с этим календарем на примере августа-сентября. Для простоты начнем с новолуния. Оно у нас было 19 августа. Вот в этой колоночке показаны фазы. Здесь указан процент освещенности лунного диска, и здесь номер лунного дня. Здесь во сколько Луна взошла, и здесь во сколько она села. Итак, в новолуние 19 августа Луна взошла в 5 часов 10 минут, то есть примерно на рассвете Солнца, и зашла в 21:07, то есть на закате. Это значит, что Луна находилась в нашем небе только днем, недалеко от Солнца, и ее не было возможности увидеть. Затем растущая Луна вставала и садилась позже, значит, ее можно было видеть на закате или после него.
Пропуск в этом месте совсем не означает, что Луна совсем не садилась, просто она взошла в один день и зашла уже на следующий. Далее переходим на сентябрь. Здесь можно видеть, что Луна уже встает с заходом Солнца и садится с его восходом. В полнолуние 3 сентября Луна была видна всю ночь. Затем время восхода и захода также продолжает меняться, то есть убывать, и в последнюю четверть Луну лучше всего видно уже на рассвете. Затем, через некоторое время, наступит новолуние, оно будет 17 сентября, и опять в этот день Луна встанет вместе с Солнцем и сядет также вместе с ним, то есть ее не будет опять возможности увидеть. И затем цикл начнется сначала. С фазами разобрались, самое время перейти к затмениям. На самом деле и лунные, и солнечные затмения — это всего лишь полнолуние и новолуние при определенных условиях. Особые условия — это когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Однако, если обратить внимание на эти схемы, можно заметить, что такая линия получается каждое новолуние и полнолуние. Но это не так. Дело в том, что и Луна, и Земля вращаются по наклонным орбитам, что видно на этой картинке. Это означает, что далеко не каждый раз получается требуемая линия. Например, как здесь. В новолуние Луна проходит выше или ниже Солнца и не затмевает его. Но все же три небесных тела иногда выстраиваются в ряд и происходит затмение. Случаются они с периодом примерно 18 лет. На самом деле чаще, но для одной и той же местности промежуток между одинаковыми затмениями равен как раз-таки 18 годам. В среднем за год на всей Земле происходит от 2 до 4 лунных и от 2 до 5 солнечных затмений. На самом деле нам, как жителям планеты, очень повезло с тем, что с Земли Луна и Солнце выглядят как объекты одного размера. И именно благодаря этому факту мы можем наблюдать полные солнечные и лунные затмения. Давайте сейчас подробнее остановимся на лунном затмении. Так выглядит схема этого положения. Когда Луна попадает в самую темную область, тень Земли, происходит полное затмение. Помимо этого бывают еще частичные и полутеневые затмения. При частичном затмении Луна проходит через тень Земли только некоторой своей частью. При полутеневом затмении Луна не скрывается, а только слегка тускнеет, так как проходит через полутень Земли. Так примерно выглядит полное затмение. Почему же Луна окрашивается в красноватый цвет? Это вызвано тем, что прежде чем достигнуть Луны, солнечный свет проходит через атмосферу Земли и там меняет свой цвет. На этот 2020 год выпало 4 лунных затмения. 3 из них уже прошли в январе, в июне и июле. Еще одно ожидает нас 30 ноября. Но, к сожалению, все эти затмения полутеневые, так что невооруженным глазом их особо не понаблюдаешь. Давайте теперь разберемся с солнечными затмениями. Вот как схематично можно представить это событие. Солнечные затмения тоже бывают нескольких видов. Полное, частичное и кольцеобразное. Кольцеобразные затмения случаются потому, что все космические объекты, и Земля, и Луна в том числе, вращаются не по ровным круговым орбитам, а по вытянутым, или овальным, если так проще. И иногда Луна оказывается недостаточно близка к нам, чтобы закрыть полностью Солнце, и поэтому получается вот такое красивое колечко. Во время полных солнечных затмений весь диск закрывается Луной, и становится видна невооруженным глазом солнечная корона. Это такая очень горячая область вокруг звезды, о которой я, пожалуй, расскажу как-нибудь в следующий раз. Интересный факт. Лунные и солнечные затмения, как правило, случаются через небольшой промежуток времени. Объясню, что я имею в виду. Например, в этом году, после лунного затмения 5 июня, было солнечное затмение 21 июня. И промежуток между этими двумя событиями составил чуть больше, чем 2 недели. И этому есть научное объяснение. Когда плоскости орбит Луны и Земли встают в пригодное для затмения положение, это продолжается некоторое время, за которое Луна успевает совершить как минимум один полный оборот вокруг Земли. И за это время случается как минимум одно новолуние и одно полнолуние, и в это время происходит затмение. Известны даже случаи, когда происходили 3 затмения подряд
лунная, солнечная и снова лунная, или наоборот, но с промежутком в 2 недели между этими событиями. В этом году состоится еще одно солнечное затмение 14 декабря, однако его будет видно только на территории Южной Америки, и мы с вами не сможем его понаблюдать. И сразу хочу вас предупредить, если вдруг вам выпадет когда-нибудь такая возможность наблюдать солнечное затмение, пожалуйста, не делайте этого без специальных темных очков, потому что прямой взгляд на солнце может вызвать серьезные проблемы вашему зрению или вызвать даже полную слепоту. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, это о том, как появилась Луна. Я думаю, что немногие даже задумывались о том, как Луна вообще стала спутником Земли, как она образовалась. На самом деле на это нет стопроцентного ответа, потому что в то время людей не было, и мы не можем достоверно сказать. И, кстати, это было около 4,5 миллиардов лет назад, как раз в то время, когда Земля только формировалась. Помимо этого, никаких стопроцентных доказательств сейчас нету, и нам остается только придумывать теории и гипотезы, и проверять или опровергать их. И я бы хотела рассказать вам о 3, на мой взгляд, самых вероятных гипотезах на данный момент. Это гипотеза совместного образования, гипотеза захвата и гипотеза гигантского столкновения. Гипотеза совместного образования говорит о том, что Луна и Земля сформировались в одно и то же время, в одном и том же месте, из одного и того же пылевого облака, и Луна изначально вращалась вокруг Земли. Эта теория прекрасно объясняет то, почему у этих тел одинаковый возраст. Однако известно, что по плотности и по химическому составу Луна и Земля достаточно сильно отличаются, что достаточно сложно объяснить в рамках этой теории. Гипотеза захвата говорит о том, что уже достаточно сформировавшаяся Луна путешествовала по Солнечной системе и оказалась захвачена гравитационным полем Земли. Но произошло это без столкновения. Согласитесь, эту теорию достаточно сложно представить, ведь когда два больших космических тела встречаются в пространстве, они чаще всего сталкиваются. И как раз об этом говорит третья теория, самая популярная на данный момент, гипотеза гигантского столкновения, или по-другому ее называют модель ударного формирования Луны. Эта гипотеза предполагает, что уже сформировавшаяся Луна столкнулась с другой планетой размером примерно с Марс, и эту планету называют Тея. Но удар пришелся по касательной, так что Земля не разрушилась, а обломки Теи стали вращаться вокруг Земли, и позже сформировались в полноценный спутник. Следующий интересный аспект про Луну — это ее рельеф. Основные виды рельефа там — это кратеры, горы и моря. Конечно же, в лунных морях и океанах нет никакой воды, однако в древности люди, смотря на эти темные пятна на Луне, думали, что там расположены моря, похожие на наши земные. На самом деле, это просто обширные низины, которые расположены в основном на передней стороне Луны. Да, поверхность Луны условно делят на переднюю и обратную, из-за того, что она повернута к Земле всегда одной половиной. Итак, лунные моря. Их выделяют более 20 штук, и у них у всех прикольные названия, типа море влажности, море кризисов, море спокойствия, море ясности. И на обратной стороне Луны есть даже море Москвы. Самую обширную низменность на Луне называют океаном бурь. В описании я прикреплю ссылку на список всех морей, океанов, озер Луны, так что, если вам интересно, можете почитать. Вот, кстати, фотка моря ясности, которую сделала я сама. Важная ремарка. У меня есть любительский телескоп, и я обожаю делать фотки звездочек с его помощью, однако они получаются не очень качественными, поэтому в основном я буду использовать картинки из интернета и лишь изредка прибегать к своим фотографиям, чтобы показать вам, каким космос можно увидеть своими глазами на самом деле. Вернемся к морям. Эти низменности, а точнее неравномерное их распределение, до сих пор являются объектом споров и догадок в научном сообществе. Около 3-3,5 миллиардов лет назад, когда на Луне еще были вулканы, да, на Луне были вулканы, они своими извержениями затопили рельефные низменности на Луне, и застывшая лава по цвету отличается от
обычной лунной породы, потому что имеет другой химический состав. Вот, и именно поэтому мы видим эти темные пятна на Луне. Проблема заключается в том, что подавляющее большинство кратеров расположены на передней стороне Луны. И ученые пытаются понять, почему же вулканическая активность на передней стороне Луны была настолько сильнее, чем на обратной. По одной из версий, на это влияет гравитационное поле Земли, однако это не подтвержденная теория. Помимо морей, на Луне есть также горы и кратеры. Горы зачастую названы так же, как и на Земле, типа Альпы, Пиренеи, Кавказ. Что же касается кратеров, то на Луне их очень-очень много, несколько сотен тысяч. Самый обширный из них называется Аполлон. Он расположен на обратной стороне Луны и составляет более 500 километров в диаметре. Самый заметный кратер, который можно увидеть даже невооруженным взглядом, это кратер Тихо, названный в честь астронома Тихо Браге. Этот кратер находится в южной части Луны, и его хорошо видно благодаря тому, что от него расходятся такие светлые лучи. Ну и напоследок поговорим о влиянии Луны на нашу планету. Безусловно, люди, погруженные в астрологию, с ума сходят по полнолуниям, читают и пишут всякие предсказания по типу, когда лучше стричь волосы, в какой из дней лунного цикла и так далее. Но, сорян за дидактичность, но по науке Луна не имеет никаких непосредственных влияний на вашу личную жизнь, на ваши успехи в делах, на предрасположенность к каким-либо эмоциям и так далее. На что Луна действительно влияет, так это наши моря и океаны. Земные приливы и отливы вызваны гравитационным влиянием нашего спутника. Из курса физики 9 класса мы знаем, что все массивные тела притягиваются друг к другу, и это означает, что не только Земля притягивает Луну, но и Луна притягивает Землю. Однако планета гораздо массивнее спутника, поэтому гравитационное влияние ощущает только такое легкоподвижное текучее вещество, как вода в морях и океанах. Помимо этого, своеобразным влиянием Луны на Землю можно назвать защиту от астероидов. На самом деле, если взглянуть на эту фотографию обратной стороне Луны и представить, что все эти большие и маленькие кратеры могли бы быть на Земле и могли нанести нам немалый ущерб, становится немного не по себе. Однако большинство этих кратеров были образованы миллионы лет назад, когда и на Землю тоже падало очень много астероидов. К тому же Луна слишком маленькая, чтобы стать истинным защитником Земли от всех астероидов. Также Луна, несомненно, влияет на жизни людей в плане их образования, интереса к окружающему миру. Луна стала одним из первых объектов пристального наблюдения человека за космосом. Кроме того, этот спутник — первый и пока единственный внеземной объект, на котором побывал человек. Лично для меня Луна — это такой родной и, если можно так сказать, уютный, интересный космический объект, при этом невероятно чарующий, за которым я просто обожаю наблюдать, пытаясь рассмотреть в телескоп какие-то отдельные кратеры и возвышенности. Но на самом деле иногда лунный свет может меня немного подбешивать, потому что вот, когда выдаются просто замечательные условия для наблюдения, и я в это время оказываюсь в деревне с телескопом и могу хоть всю ночь наблюдать звездочки, Луна, точнее ее полнолунный свет, может просто все испортить и засветить все небо. Но если закрыть глаза на эти неприятные моменты, Луна просто в моем сердечке. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам было интересно узнать что-то новое о Луне. И если это действительно так, пожалуйста, поставьте лайк, как бы по-блогерски это ни звучало. Если у вас остались какие-нибудь вопросы или у вас есть идеи, о чем мне стоило бы рассказать в следующих выпусках, пожалуйста, напишите в комментарии. Мне было бы очень приятно их почитать. На этом все. Удачи всем. Пока.